Друзья, если вам нравится контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваша поддержка очень помогает каналу в продвижении. Осень 2025 года выдалась на редкость холодной, промозглой и дождливой. Свинцовые тучи неделями висели над Псковом, роняя на асфальт нескончаемую ледяную изморозь. В такую погоду нормальные люди сидят дома, укутавшись в пледы. Но у нас были совсем другие планы. Мы – это компания из 5 подростков, которые уже целый месяц бредили одной идеей. Мы планировали поездку в заброшенный военный санаторий «Сосны», затерянный в глухом, диком лесу, примерно в 43 километрах от города. Для местных сталкеров, диггеров и просто любителей так называемого темного туризма это место давно стало легендарным. О нем ходили самые разные слухи. Говорили, что в советские годы там проводились секретные медицинские эксперименты над военными, страдавшими от радиации. А после распада Союза объект спешно законсервировали, оставив тонны оборудования гнить в темноте. Разумеется, официальные архивы молчали, что только подогревало наш интерес. Инициатором всей этой затеи был Даня, наш неформальный лидер. Ему недавно исполнилось 17. Высокий, плечистый, с открытым лицом и вечной уверенной ухмылкой. Он ничего не боялся. Даня буквально жил экстримом. С собой он всегда таскал дорогой квадрокоптер и камеру GoPro, закрепленную на груди, надеясь запечатлеть что-то по-настоящему сенсационное. Его энтузиазм полностью разделяла Кира, его девушка. Красивая, дерзкая, с ярко-красными волосами и пронзительным взглядом. Она обожала снимать леденящий душу контент для своих блогов TikTok и YouTube. Кира видела в соснах идеальную декорацию для своего нового вирусного ролика. Она верила, что мрачная атмосфера заброшенного санатория принесет ей сотни тысяч просмотров. Полной противоположностью этой парочки был Влад. Тихий, неразговорчивый парень-ботаник в массивных очках в черной оправе. Влад постоянно носил с собой потрепанный кожаный блокнот и шариковую ручку. Он обожал историю, анатомию и старые документы. Пока Даня и Кира искали острых ощущений и красивых кадров, Влад искал ответы. Он часами просиживал в архивах и на форумах, пытаясь раскопать хоть какую-то крупицу реальной информации об истории сосен. Четвертой в нашей группе была Настя, смелая, резкая, с короткой стрижкой и цепким взглядом. Она была единственной среди нас, кто реально умел постоять за себя и за других в драке. Настя несколько лет занималась рукопашным боем, не раздавала пустых обещаний и всегда действовала решительно. В кармане ее куртки-бомбера неизменно лежал тяжелый складной нож с рукоятью из черного полимера, ее верный спутник во всех вылазках. Ну и, наконец, Серега, это я. Мне только-только стукнуло 16, я был самым младшим в этой компании. Если честно, меня взяли с собой в основном по одной простой, но очень веской причине. У моего отца в гараже стоял старый, но невероятно надежный и проходимый внедорожник УАЗ. Отец уехал в длительную командировку, ключи лежали на видном месте. А перспектива преодолеть 40 километров по разбитой лесной грязи
делало наличие внедорожника ключевым фактором успеха всей экспедиции. Мы выехали в пятницу сразу после окончания уроков. Небо над Псковом затянуло плотными серыми тучами, сквозь которые едва пробивался тусклый свет. Дорога сначала шла по асфальтированному шоссе, но вскоре мы свернули на разбитую лесную грунтовку, и УАЗ начал тяжело переваливаться с боку на бок, меся колесами глубокую осеннюю грязь. Деревья обступили нас плотной стеной. Ветки старых елей и берез царапали борта машины, словно пытаясь удержать нас от дальнейшего пути. Солнце уже стремительно клонилось к закату, окрашивая верхушки деревьев в тревожный багровый оттенок, когда мы, наконец, остановились у старого, почти полностью заросшего дикими кустарниками забора. Я заглушил двигатель, в салоне сразу стало непривычно тихо. Слышно было только, как крупные капли дождя мерно барабанят по металлической крыше машины. «Слушайте, ребята», — сказал я, поворачиваясь к остальным. Чувство необъяснимой тревоги уже тогда начало сжимать мою грудь. Если что-то пойдет не так, если заметим охрану или просто станет не по себе, сразу валим обратно к машине. Договорились? Даня, сидевший на первом пассажирском сиденье, весело рассмеялся и похлопал меня по плечу. «Да расслабься ты, Серый. Вечно ты паникуешь раньше времени. Сосны заброшены уже больше 10 лет. Максимум, кого мы тут встретим, это парочку местных бомжей или бродячих собак. Не дрейф, прорвемся». Но, как оказалось позже, Даня ошибался во всем. Все пошло не так с самых первых минут нашего пребывания у ворот санатория. Мы вылезли из теплого салона УАЗа на сырой лесной воздух. Холодный ветер мгновенно проник под куртки, заставив нас поежиться. Пахло прелой листвой, сырой землей и болотным туманом, который медленно поднимался из низин. Перед нами высились ржавые металлические ворота, обвитые сухими стеблями дикого хмеля. На одной из створок, сиротливо покачиваясь на ветру, висела старая, местами облезлая и покрытая бурыми пятнами ржавчины жестяная табличка «Военный санаторий Сосны. Посторонним вход запрещен». Но наше внимание привлекло не это официальное предупреждение. Чуть ниже, прямо поверх облупившейся зеленой краски ворот, кто-то широкими, небрежными мазками свежей ярко-красной краски вывел жуткую надпись: «Он все еще голодный». Краска была настолько свежей, что в некоторых местах она еще не успела до конца высохнуть, и крупные красные капли лениво стекали вниз, напоминая потеки крови. «Ого, вот это перформанс!» — воскликнула Кира. Ее глаза азартно блеснули. Она тут же выхватила свой iPhone и начала снимать надпись со всех ракурсов, комментируя происходящее шепотом на камеру. «Ребята, посмотрите на это! Мы только подошли к воротам, а тут уже такие криповые послания. Кажется, наш стрим будет просто бомбическим». «Свежая краска», – тихо заметил Влад, поправив очки и осторожно коснувшись пальцем одного из подтеков. «Сделано максимум пару дней назад, возможно, вчера. Тут кто-то был совсем недавно. Или это местные подростки развлекаются, пытаются напугать таких, как мы». Пожала плечами Настя, засовывая руки в карманы куртки, где лежал ее нож. «Пойдемте уже внутрь, пока окончательно не стемнело.
Стоять у ворот бессмысленно. Даня легко перемахнул через поваленную секцию забора, придерживая рукой камеру на груди. Мы последовали за ним, пробираясь сквозь колючие заросли шиповника и сухой травы. Перед нами открылась огромная территория санатория. Некогда ухоженные аллеи превратились в заросшие тропинки. Сквозь потрескавшийся асфальт пробивались молодые березки. А в полумраке вечера очертания зданий выглядели как серые надгробия среди бескрайнего леса. Мы решили начать с главного корпуса, массивного четырехэтажного здания сталинской постройки с полуразрушенными колоннами на входе и полностью провалившейся в центральной части крышей. Здание оказалось мертвым исполином, который молча наблюдал за нами своими пустыми черными глазницами выбитых окон. Едва мы переступили порог главного входа, как нас окутал густой тяжелый воздух. Внутри пахло сыростью, застарелой плесенью и каким-то странным, приторно-сладковатым гнилостным запахом, от которого мгновенно перехватило дыхание. Мы включили свои мощные светодиодные фонари. Лучи света прорезали вековую пыль, пляша по облупившимся стенам коридора. Пространство первого этажа представляло собой сплошной хаос. Под нашими ногами хрустело битое стекло. В просторном холле, где когда-то, вероятно, была стойка регистрации, повсюду валялись пожелтевшие медицинские карты, разбитые склянки, ржавые металлические каркасы ламп и детские игрушки. Здесь лежали безглазые пластмассовые куклы, однорукие плюшевые медведи со свалявшейся от сырости шерстью и поломанные пластиковые машинки. Видимо, здесь когда-то функционировал не только взрослый военный санаторий, но и детский оздоровительный комплекс. Тихо проговорил Влад. Присев на корточки у одной из куч мусора. Он поднял с пола обгоревшую тетрадь и начал перелистывать влажные страницы. Пока Даня запускал дрон прямо в просторном холле, а Кира снимала эстетичные кадры разрухи для своего блога, Влад продолжал методично исследовать комнату дежурного администратора. Через пару минут его фонарь выхватил из-под обломков деревянного стола толстую потрепанную книгу в плотном дермантиновом переплете. Это был журнал «Дежурство охранников объекта» за 2014 год. «Ребята, идите сюда! Быстро!» Голос Влада вдруг дрогнул, потеряв свою обычную монотонность. Мы подошли к нему. Влад стоял посреди комнаты. Его фонарик освещал развернутые страницы журнала. На белой бумаге, покрытой желтыми пятнами сырости, синими чернилами, были сделаны аккуратные записи, которые ближе к концу становились все более небрежными и хаотичными. Смотрите на последние записи перед тем, как объект окончательно закрыли, прошептал Влад, указывая пальцем на строчки. Я наклонился ближе и прочитал вслух. 12 октября 2014 года. В подвале номер 3. Опять слышен странный шум, будто что-то тяжелое волочат по полу. Сотрудники дежурной смены наотрез отказываются спускаться туда в одиночку. Проверили вентиляцию, все в норме. Шум продолжается. Я перевернул страницу. Следующая запись была сделана через 3 дня. 15 октября 2014 года. Господи, сегодня я видел его лично. Это не человек. Оно передвигается неестественно быстро.
Я не знаю, как описать то, что видел в темноте коридора блока Б. Больше я не могу здесь работать. Завтра же пишу заявление на расчет. И, наконец, последняя запись, сделанная дрожащей рукой. Чернила местами были размазаны, словно тот, кто писал, очень спешил. 17 октября 2014 года. Оно вышло наружу. Смена не вернулась из подвала. Я запер все гермодвери нижнего яруса на затворы. Если вы найдете этот журнал, умоляю вас, ради всего святого, не спускайтесь в подвал. В комнате повисла тяжелая звенящая тишина. Слышно было только, как за окном шумит ветер, раскачивая ветви сосен. Даня нервно усмехнулся, но его смех прозвучал натянуто и фальшиво. Ну да, конечно, отличная страшилка для привлечения внимания. Видимо, охранник просто перепил на дежурстве, или у него крыша поехала от одиночества в этом лесу. Ребята, это же идеальный сюжет. Представляете, какой ролик мы запишем, если спустимся туда? «Даня, это не смешно», – тихо сказала Настя, нахмурившись. Она подошла к окну и вгляделась в темноту. Записи выглядят реальными, и этот запах. Вам не кажется, что он становится сильнее? «Ой, да ладно вам!» – махнула рукой Кира, хотя ее лицо в свете фонаря казалось бледным. «Мы же не верим в сказки про монстров. Давайте снимем начало спуска на лестнице. Это будет суперэффектно». Желание казаться смелыми перед камерой перевесило здравый смысл. Около 9 часов вечера, когда ночная тьма полностью поглотила заброшенный санаторий, мы начали свой спуск в подвал главного корпуса. Лестница, ведущая вниз, была крутой и скользкой от налета влажного грибка. С каждым шагом температура стремительно падала, а удушливый сладковато-гнилостный запах становился практически невыносимым. Наши фонари выхватывали из темноты бесконечные лабиринты бетонных коридоров, ржавые трубы, свисающие с потолка подобно змеям, и остатки старого медицинского оборудования, гинекологические кресла, облезлые операционные столы и разбитые автоклавы. И вдруг луч фонаря Дани уперся в кучу странных белых предметов, сваленных в углу одного из технологических помещений. «Эй, смотрите, куча костей!» Даня подошел ближе, направляя камеру GoPro вниз. Наверное, собаки натащили сюда останки лесных животных или лисы. Мы окружили кучу, но Влад, который всерьез увлекался анатомией и планировал поступать в медицинский институт, вдруг резко остановился и побледнел. Он медленно опустился на колени перед страшной находкой, поправляя очки дрожащей рукой. Это не животные. Его голос сорвался на шепот. Смотрите на строение тазовой кости. Вот это фрагмент человеческого черепа. И самое страшное, они свежие. Влад указал пальцем на темнеющие волокна, налипшие на костях. Мясо еще не полностью сгнило. Этим останкам от силы пара недель. Кто-то или что-то обглодало их совсем недавно. Настя громко выругалась, мгновенно выхватив из кармана нож и с тихим щелчком разложив его лезвие. Кира замерла на месте, продолжая судорожно снимать происходящее на телефон, хотя ее руки теперь тряслись так сильно, что кадр ходил ходуном. «Все, уходим отсюда, немедленно!» — крикнул я, чувствуя, как холодный пот катится по моей спине. Но было слишком поздно.
Из глубины темного коридора, уходящего вглубь подвала номер 3, донесся звук. Это был глубокий, утробный, вибрирующий рык, от которого, казалось, задрожали сами бетонные стены здания. Он не был похож ни на один животный звук, который мне доводилось слышать. В нем угадывалась какая-то безумная злоба. Сразу за рыком последовало тяжелое, влажное, свистящее дыхание, и оно стремительно приближалось к нам. «Назад! Быстро к лестнице!» – истошно закричал я, хватая Киру за руку. Мы бросились бежать по скользкому коридору, но не успели мы пробежать и десятка метров, как из кромешной тьмы бокового ответвления на свет наших фонарей выскочило оно. Это существо невозможно было описать терминами земной биологии, хотя в его облике угадывались черты известных хищников. Зверь был огромен, легко больше 2 метров в холке. Его мощное мускулистое тело покрывала жесткая, грязная, свалившаяся шерсть темно-серого, почти черного цвета. Но самым кошмарным была его голова. Морда представляла собой уродливый, противоестественный гибрид волка, медведя и человека. У него была вытянутая, усаженная острыми клыками пасть, из которой капала густая слюна. Но глаза маленькие, глубоко посаженные желтые бусинки, смотрели на нас со слишком человеческим, холодным и расчетливым разумом. Передние лапы существа были непропорционально длинными, больше похожими на жилистые человеческие руки, увенчанные массивными, кривыми черными когтями. Он мог передвигаться как на 4 конечностях, так и приподниматься на задних лапах, совершая огромные бесшумные прыжки. В этом чудовище не было первобытной чистоты дикого зверя, от него веяло чем-то глубоко больным, противоестественным и древним. Казалось, это была жертва какого-нибудь жуткого проклятия или неудавшегося эксперимента, навеки запертое в теле кровожадного монстра. Первым на его пути оказался Даня. Он шел замыкающим, пытаясь подсвечивать дорогу своей камерой. Даня успел только коротко вскрикнуть. Зверь одним невероятно быстрым, мощным прыжком преодолел разделявшее их расстояние, сбил парня с ног и мгновенно разорвал ему плечо своими клыками. Послышался жуткий хруст ломающихся костей. Существо схватило бьющегося в агонии Даню за ногу и с легкостью уволокло его в боковой, неосветленный коридор. Из темноты донеслись ужасные, влажные звуки разрываемой плоти и чавканье. Кира закричала так пронзительно и громко, что у меня буквально заложило уши. Мы бежали без оглядки. Наши фонари хаотично метались по стенам, выхватывая куски облупившейся штукатурки. Влад, который никогда не отличался хорошей физической подготовкой, споткнулся о какую-то трубу и упал. Его очки отлетели в сторону. «Нет, пожалуйста, я не хочу!» – раздался его полный первобытного ужаса крик. За нашими спинами. Я обернулся буквально на долю секунды. Темный силуэт чудовища уже навис над распростертым на полу парнем. Звук рвущейся плоти был отчетливым, влажным и тяжелым. Зверь расправлялся со своими жертвами с пугающей скоростью. Мы втроем, я, Кира и Настя, вылетели из проклятого подвала на 1-й этаж и, не останавливаясь, выскочили на улицу. Холодный ночной воздух ударил в лицо, но он не принес облегчения.
Мы бежали сквозь ночной лес к тому месту, где оставили УАЗ. Дороги не было видно. Ветки деревьев нещадно хлестали по лицу, раздирая кожу в кровь. За нашими спинами, где-то в глубине лесной чащи, отчетливо слышался треск ломающихся веток и тяжелый шаг. Зверь шел за нами, но он не спешил. Он словно наслаждался нашей паникой, играя с нами, как кошка с полуживыми мышами. Настя бежала впереди, прокладывая дорогу сквозь заросли. Ее спортивная подготовка спасала ее. Она почти добежала до стоявшего у забора УАЗа, когда из темноты справа, абсолютно бесшумно, вылетела огромная серая тень. Один короткий, но страшный удар массивной когтистой лапы, и тело Насти, словно тряпичная кукла, отлетело далеко в кусты шиповника. Я услышал глухой стук ломающихся ребер. Я замер на месте. Зверь медленно приближался к лежащей в кустах Насте. Она еще была жива, ее пальцы судорожно сжимали рукоять складного ножа, но сделать ничего уже не могла. Чудовище наклонилось над ней и начало есть. Живьем. Лес наполнился жуткими звуками, которые будут преследовать меня в кошмарах до конца моих дней. Кира окончательно потеряла рассудок. Она забилась в истерике, упав на колени прямо в грязи и закрыв лицо руками. Я понимал, что если сейчас поддамся панике, мы оба останемся здесь навсегда. Схватив Киру за шиворот куртки, я буквально заволок ее в салон УАЗа, захлопнув тяжелую металлическую дверь, и прыгнул на водительское сиденье. Ключи уже были в замке зажигания. Я повернул ключ, мотор взревел, и я нажал на педаль газа до упора, срывая машину с места. Фары внедорожника бешено прыгали по стволам деревьев. Разбитая лесная дорога в свете прожекторов казалась бесконечным лабиринтом из грязи и коряк. Я постоянно смотрел в зеркало заднего вида, и то, что я там видел, леденило кровь. Огромная тень зверя легко и непринужденно следовала за мчащимся автомобилем. Чудовище бежало на 4 лапах, совершая гигантские прыжки, ничуть не отставая от внедорожника, который шел на пределе своих возможностей. На одном из крутых поворотов лесной дороги, где грязь была особенно глубокой, колеса УАЗа потеряли сцепление. Машину занесло. Я попытался выровнять руль, но переднее левое колесо на полной скорости влетело в глубокую скрытую яму. Раздался страшный удар. Внедорожник накренился, перевернулся на бок и с скрежетом металла пропахал несколько метров по земле, пока не затих, уткнувшись крышей в ствол старой сосны. Я на секунду отключился. Когда я пришел в себя, в салоне пахло бензином и гарью. Лобовое стекло было разбито вдребезги. Кира висела рядом на пассажирском сидении. Она застряла в заклинившем ремне безопасности и тихо стонала. «Кира, Кира, ты как?» Я лихорадочно пытаюсь расстегнуть ее ремень, но замок намертво заклинило от удара. И тут свет луны, пробивавшийся сквозь ветви деревьев, осветил разбитое боковое окно автомобиля. Зверь уже стоял там. Он медленно поднялся на задние лапы, возвышаясь над искореженным автомобилем, и заглянул внутрь салона. Его желтые глаза оказались в каких-то 30 сантиметрах от моего лица. Он смотрел мне прямо в глаза. В этом пристальном, немигающем взгляде не было бездумной ярости дикого животного. Там было что-то жутко, пугающее знакомое. Глубокая человеческая тоска, смешанная с бесконечной садистской злобой.
«Беги, Серега!» – прошептала Кира. Ее голос был едва слышным, полным смирения перед неизбежным. «Пожалуйста, беги!» Это были ее последние слова в жизни. Зверь с легкостью просунул свою огромную когтистую лапу в салон, разорвав остатки стекла и металла, схватил Киру за плечи и вытащил ее наружу. Я услышал ее отчаянный крик, который почти мгновенно перешел в глухое, захлебывающееся бульканье. Я понял, что это мой единственный шанс. Из последних сил я вылез через разбитое лобовое стекло с противоположной стороны машины и побежал. Я бежал всю ночь. Без дороги, без фонаря, который остался где-то в разбитой машине, ориентируясь только по слабому свету луны, пробивающемуся сквозь кроны деревьев. Я постоянно падал в ямы, обдирая руки о колючий кустарник, поднимался и снова бежал. Страх гнал меня вперед, заставляя забыть об усталости и боли. Несколько раз за эту бесконечную ночь преследователь оказывался совсем близко. Я отчетливо слышал его тяжелое, влажное дыхание прямо за своей спиной. Он не хотел убивать меня сразу, он играл со мной. В какой-то момент, когда я запнулся о поваленный ствол дерева и покатился по склону оврага, зверь настиг меня. Его острый коготь черкнул по моей спине, с легкостью разорвал плотную ткань куртки и оставив глубокие кровавые борозды на коже. Но по какой-то причине он не стал добивать меня. Он позволил мне подняться и продолжить этот безнадежный бег. Только на рассвете, когда небо на востоке начало окрашиваться в нежно-розовые тона, я чудом выбрался из лесной чащи на старую полузаброшенную трассу. Силы окончательно покинули меня. Я упал на холодный асфальт без сознания. Меня подобрал местный лесник, проезжавший мимо на старой дребезжащей Ниве. Он завернул меня в брезентовый плащ и отвез в ближайшую больницу. Полиции мне, разумеется, сначала никто не поверил. Следователи переглядывались, крутили пальцем у виска и откровенно намекали, что я просто наглотался каких-то таблеток вместе со своими друзьями. Меня приняли за сумасшедшего. Но все изменилось через 2 дня, когда поисковый отряд наконец обнаружил в глухом лесу перевернутый УАЗ моего отца и то, что осталось от моих друзей. После этого расспросы стали более серьезными. Однако дело закрыли удивительно быстро. Официальная версия, которую озвучили безутешным родителям и журналистам – трагическое нападение стаи голодных волков или крупного медведя-шатуна. Остатки ребят были настолько сильно изуродованы, что в закрытых гробах их хоронили с пометкой «Не подлежат опознанию». Но я-то знал истинную правду. Меня выписали из больницы, я вернулся домой. Мои родители думали, что мое молчание и постоянный страх – это обычный посттравматический шок после потери близких друзей. Но дело было совсем в другом. Я практически перестал спать. Каждую ночь едва за окном сгущались сумерки. Мне казалось, что под окнами нашего частного дома кто-то ходит. Я отчетливо слышал это тяжелое, влажное, свистящее дыхание. 2 недели спустя я решился выйти на балкон 2-го этажа ранним утром. Мое сердце ушло в пятки. На деревянном полу балкона четко отпечатался свежий, грязный след огромной лапы с длинными когтями. Рядом лежал разорванный, покрытый бурыми пятнами засохшей крови, кусок красной куртки Киры. А вчера ночью произошел кошмар, который окончательно сломал мою психику.
Я проснулся около 3 часов ночи от резкого удушливого запаха, который мгновенно заполнил всю мою комнату. Это был тот самый запах из подвала санатория. Смесь мокрой звериной шерсти, плесени и свежей крови. Я лежал на кровати, боясь даже вздохнуть. Мой взгляд медленно переместился в самый дальний, темный угол комнаты. Там в кромешной тьме, на высоте около 2 метров от пола, ровным холодным светом, горели 2 желтых глаза. Он не нападал, он просто стоял там, в углу моей спальни, и молча смотрел на меня. И в этот момент я окончательно все понял. Этот монстр не просто дикое животное, движимое инстинктами. У него есть разум, и он прекрасно помнит меня. Он специально оставил меня в живых той ночью, оставил напоследок, чтобы я медленно сходил с ума от страха, прокручивая в голове гибель своих друзей. Он упивается моими мучениями. Я пишу этот текст сейчас, сидя за письменным столом в своей комнате. Все двери в доме заперты на затворы, окна зашторены, но я знаю, что для него это не преграда. За окном стремительно темнеет, и тени в углах комнаты начинают удлиняться. Если вы когда-нибудь услышите о заброшенном военном санатории «Сосны» под Псковом, если вам предложат поехать туда за порцией адреналина, умоляю вас, оставайтесь дома. Никогда, слышите, никогда не приближайтесь к этому месту. И особенно не пытайтесь спуститься в его подвалы, потому что глубоко под землей, в бетонных лабиринтах, до сих пор обитает нечто, что когда-то очень давно было человеком, и оно все еще голодное.